Приветствую, это шоу Красного Циника. Мы ищем чушь и ахинею там, где они есть, и там, где, по общему мнению, их быть не может. Да-да, остались еще фильмы с Арнольдом Шварценеггером, которые нами не разбирались. На этот раз мы коснемся святого, культовой классики научно-фантастического боевика фильма «Хищник». Рассказывает он о специальном отряде армии США, заброшенном в Южную Америку для освобождения из лап аборигенов важных лиц одной пальмовой республики. Группой командует армией, и каждый ее член – это закаленный в боях вояка. Ну и чтобы жизнь медом не казалась, им навязывают еще и ЦРУшника в лице Аполло Крида. Дух 80-х прет изо всех щелей. Каждый невероятно крут и брутален. Качки показывают мускулатуру по самому дебильному поводу и без. Все, мне надо подкачаться. Ботаны непрестанно петросянят. Ну а Дач, которого играет Арнольд, делает и то, и другое. Просто потому, что он круче всех. А еще у него есть принципы. Мы спасатели, а не убийцы. Кридом, вернее Диланом, Дач очень недоволен. Генерал, мой отряд работает без помощников. Какая-то странная у них дружба. Сначала чуть ли не обнимаются, а как только нужно поработать вместе, так сразу на ножах. Итак, отряд отправляется на задание. Под всю повышающийся градус крутизны нам показывают, как бойцы к нему готовятся. Правда, краска на их лицах больше похожа на какое-то панкование. Гримом обычно намазывают всю рожу. 3 полосы на розовой харе нисколько не камуфляжные. Даже наш джампшут был замаскирован лучше. А отряд тем временем высаживается в джунглях и почти сразу же находит сбитый вертолет. У пилотов по пуле в голове. Вы хотите сказать, что они зависли на дереве и сидели-курили бамбук, пока к ним не поднялась гирилья и бошки не прострелила? Но это еще не все. Совсем рядом обнаруживаются трупы со снятой кожей. Зеленые береты из Форт Брэк. По идее, пора бы уже и расколоться. В конце концов, это важно. Но нет, Аполло упорно прикидывается дурачком. Я не знаю, Дач. Ну и пока движимые праведным гневом Амеры отправляются мстить, за ними, мерзко хихикая, наблюдает хищник. Обратите внимание, что четко фиксирует он только тепло, да и то благодаря приблуде. А вместо джунглей со всеми подробностями видит какую-то сине-черную бурду. Довольно странная система зрения для высокоразвитого существа, не находите? Возможно ли такое? Ну, в принципе, да. Например, если на родной планете хищника царит кромешная тьма. Но, по идее, он все равно должен четко различать детали. Как-то по-другому, но должен. Раз уж лучший охотник всея вселенной и параллельных окрестностей. Но нет, хищник ловко прыгает с ветки на ветку, ни хрена не видя. Хотя уже 300 раз должен был разбить себе башку. Тем временем следопыт-индеец приводит отряд прямо к базе левых революционеров-аборигенов. Дач принимается оценивать обстановку. Правда, место выбирает на удивление идиотское. Силуэт его, да и всех тех, кто будет находиться рядом, слишком выделяется на фоне отсутствия зарослей. Что там внизу? Да как обычно, аборигены пинают балду, и только трудолюбивые советские советники занимаются работой.
Зачем убивать языка, причем на безопасной территории, ни разу не ясно. Зато сцена наглядно показывает, какие эти русские гнусные скоты. Да, уже слышу разъяренные вопли. Опять он про этих русских. Да блин, я что ли их в фильмы пихаю? Кстати, помните это? Когда найдете объект, Дилан оценит ситуацию и примет решение. Так вот, забудьте. Теперь все решает один Арнольд. Они убили заложника. Вперед. Или вот вам еще. Мы спасатели, а не убийцы. Чтобы спасать кого-то, этот кто-то должен быть жив. Второго человека с вертолета надо сначала найти, а убедившись, что он цел, обеспечить его безопасность. Но куда там? Мы ведь не зря тащили с собой миниган, правильно? Однако сначала надо посэмофишерить. Стелс-качки незаметно подбираются к герильям, которые нарочно отвернулись и смотрят исключительно внутрь лагеря. Они что, зэков охраняют? Дащ устраивает, диверсию. Вы не ошиблись. Плохишу буквально в метре от него абсолютно наплевать. И на свист, и на писк, и на скрежет, и на грохот, и на треск. Ну а как еще можно показать эпичную крутизну Арнольда, только придумав слепо-глухонемого повстанца? А то вдруг тот разует глаза, заорет, и такому красивому плану кранты. Что за черт? Амеры приступают к спасению, то есть с гиканьем выпрыгивают из джунглей и начинают поливать окрестности свинцом. Само собой только от пуза и без перезарядки. Привет от команда, так сказать. Короче, вот вам рецепт идеального спасения. Первое. Нажать тильду и ввести God Mode. Второе. Разнести все вокруг как можно более шумным методом. Третье. Убедиться, что тут, кого ради все это затевалось, давно помер. Профит. В результате спасательной операции убито овер 9000 аборигенов, несколько русских, все спасаемые мертвы, а в плен взята настоящая гроза галактики, чудо-метиска, едва не сделавшая то, с чем в итоге даже хищник облажался. Ты нас подставил. Аполло оправдывается. Дескать, через 3 дня было бы вторжение, и они его предотвратили. Вторжение кого? 3 десятков дикарей, сока? Для этого нужны были супер-пупер-профи. Да тут одного вертолета с бочкой напалма за глаза бы хватило. Дащ поражен до глубины души. Что стало с Диланом? Ты что, с ЦРУ в первый раз работаешь? А как же Афганистан, Берлин? По чьей линии ты там оказался? Клуба библиотекарей? Дащ приказывает отход. Видал я много зарослей, но точно не таких. Серьезно? Вы хотя бы для вида дорогу попрорубайте, что ли, а не гоняйте как черти по зарослям. Ну и вы ведь не забыли про хищника, правда? Ему невероятно крутые спецы приходятся дико по вкусу, и он идет следом, убивая их по одному. Причем он куда больше походит на профессионала. Подкрался, одного убил и исчез, второго убил и снова исчез. Напролом не пер, постреливая плазменной пушкой, а думал мозгами. Правда, нам все пытаются втюхать, что он обладает каким-то ну просто охренительным кодексом чести. Нет! Но что такого благородного в 2-метровом невидимом читере, из-под тишка убивающем людей хай-тек оружием, нам почему-то не разъясняют.
Кстати, обратите внимание, как камуфляж хищника преломляет свет. Например, тут и тут. Так почему же, когда он оказывается за спиной дачи, и все смотрят прямо на него, его никто не замечает? Впрочем, люди здесь вообще ведут себя довольно странно. Например, вот этот боец видит на своей руке явный лазерный прицел. Что он делает? Нет, не убирает руку, а подставляет башку. Думаете, дырка? А вот и нет. Ну и вы можете поверить, что плазма, разносящая черепа, отрубающая руки и сшибающая с ног, словно выстрел в упор из дробаша, способна оставлять на руке лишь легкую царапину. Итак, из всего отряда в живых остается только башковитый дач, обнаруживший слабость противника. Ну, что тут слепошарый? Да-да, тепловизор хищника, видящий сквозь одежду и ботинки, пробиться через тонкий слой грязи категорически не в силах. Чего там говорить, он даже глаза, которые раньше отображались красным цветом, теперь засечь не в состоянии. Ну а дальше вообще цирк. Пока дач гремит на всю округу, поля гастры и сооружая ловушки, хищник где-то пинает балду, ни хрена не видя и не слыша. Впрочем, он вообще какой-то контуженный, поскольку ничего не слышит даже в 2 метрах от себя. Кстати, дач делает взрывной наконечник для стрелы, разобрав боеприпас. Так каким макаром тут детонирует, тупо ударившись об ствол? Ну а далее классическое. Да ты урод. Издевательство читера над младенцем и закономерное бревном по башке. Причем этот козел даже проиграть достойно не в состоянии. Нет, понятно, директивы и все такое. Но ржет он тоже, чтобы технологии сохранить. Вам может показаться, что мы, нарыв в фильме столько недостатков, считаем его плохим. Чёрта с два! Это, без сомнения, один из лучших фантастических боевиков в целом, да и ролей Шварценеггера в частности. Хотя даже тот же Аполло переигрывает его по всем статьям. Впрочем, несмотря на то, что фильм не идеален, каждый раз при воспоминании о нем в груди становится немножечко теплее, правда? Это все на сегодня. С вами был Красный Циник. Смотрите хорошие фильмы, ну и о книгах не забывайте.